Прошло меньше года с того момента, когда мы пытались найти овцебыков на центральном Таймыре. Но тогда удача отвернулась от нас. И вот мы снова отважились испытать судьбу и отправились в новое путешествие. Теперь мы решили исследовать восточную часть Таймыра. Именно те места, куда 40 лет назад были привезены и выпущены первые овцебыки из Соединенных Штатов Америки и Канады. А чтобы туда добраться, нам предстояло преодолеть около 500 километров по заснеженной тундре и там отыскать овцебыков. Новоселы Таймыра. Уже третий день мы вместе с хаттонскими геологами колесим по тундре. Чем дальше наш караван забирался вглубь Таймыра, тем сильнее чувствовалось его ледяное дыхание. Хотя сейчас начало мая, о весеннем тепле думать еще рано. В это время на Таймыре температура воздуха может опускаться ниже 30 градусов, а пурга длится до 5 дней. Попасть в такой переплет нам не очень-то хотелось, поэтому мы двигались и по ночам. Благо в это время в Заполярье они не такие темные, скоро наступит полярный день. Добравшись до озера Таймыр, мы увидели, что ледяные просторы озера были скрыты под глубоким снегом. Скорость передвижения упала. Мы все чаще занимались тем, что вытаскивали машины из глубокого снега. Порой нам казалось, что машины работают на пределе своих возможностей, и поломка неизбежна. Уралы. Надежные машины. Они были разработаны для военных. Простота их конструкции во многих случаях позволяет отремонтировать машины на месте. Но такая сложная дорога, а точнее ее отсутствие, может привести и к серьезным проблемам. Такие случаи на севере бывают часто, поэтому в дорогу машины всегда отправляются колонной. Здесь нет мотелей и кемпингов, поэтому и спать, и есть нам приходилось прямо в машинах с постоянно работающими двигателями. Непрерывный шум, запах солярки и прочие неудобства нас не очень смущали. Разве что появлялось нарастающее желание выспаться в тишине. Вокруг, до горизонта, простиралась голая и холодная тундра. Наши машины казались чуждыми существами, оставлявшими глубокие шрамы на снежной белизне. В эти места автотранспортом можно добраться только зимой, когда замерзнут реки и озера. Раньше, в советское время, здесь автотракторные караваны были не редкость. Сегодня только геологи и рыбаки забрасывают для работы на весь год уголь, продукты, бензин и вывозят заготовленную рыбу. Летом, когда тундра растает и превратится в сплошное болото, добраться сюда можно только вертолетом. А аренда вертолета в этих краях – непозволительная роскошь. Выгрузив у рыбаков часть груза, машины пошли легче. Озеро нам покорилось только на 4-е сутки.
Измотанные дорогой, мы, наконец, добрались до научного стационара Бикада. Английский. Агнецкий замок. Стационар был построен учеными именно для того, чтобы принять здесь первых 30 овцебыков, изучить их особенности поведения и питания, получить приплод и затем выпустить их в дикую природу. Жилье выглядело неплохо. Нам предстояло лишь обустроить домик и дать ему новую жизнь. Людей здесь не было уже много лет, поэтому все пришло в запустение. Русская печка-экономка, сложенная из кирпича, с трудом расходилась, но потом тепло долго держалось в доме. Обогревать дом здесь, в безлесной тундре, придется только тем, что мы привезли с собой, а это трава и уголь. Мы планировали провести здесь 4 месяца, и такой уютный домик нас очень обрадовал. Изба была хорошо утеплена и удачно располагалась относительно дующих ветров. Снег во время метелей не забивал вход. Он скапливался по периметру, образуя высокие сугробы, которые мы использовали для хранения мяса и рыбы. Полуостров Таймыр – самый северный край Евразии. Эта земля простирается на сотни километров, уходя в холодные воды Ледовитого океана. Здесь, на таком огромном пространстве, нет постоянных поселений, лишь только редкие метеостанции и погранзаставы. Да и то, на многих из них уже давно никого нет. Природа наделила эту землю самым суровым климатом, непригодным для жизни человека, но для овцебыков здесь настоящий рай. Поэтому Таймыр стал первым регионом у нас в стране, где ученые решили провести эксперимент по возвращению овцебыков на свою историческую родину. В мае на Таймыре еще господствует настоящая зима. Весна придет сюда только в июне. В это время тундра сплошь покрыта снегом. И вот среди этого ослепительного царства мы надеемся отыскать овцебыков. Зимой в тундре пищу найти очень трудно. Ее нужно доставать из-под твердого, как сталь, снега. Поэтому овцебыки держатся возвышенных мест, расположенных вблизи гор Быранга, откуда ветер сдувает снег. Именно туда мы и решаем отправиться в первую очередь. Издали мы увидели большое стадо. Животные стояли неподвижно, словно камни, выступающие из-под снега. Когда мы подошли ближе, наши сомнения развеялись. Это действительно была большая семья овцебыков. Чтобы достать траву, овцебыки вынуждены раскапывать снег. И только так животные могут добираться до увядшей растительности. Слишком глубокий снег может вызвать голод и смерть животных. Так случилось на острове Врангеля в 2001 году, когда там выпало много снега, и овцебыки не смогли добраться до кормов. Тогда погибла половина островной популяции. Овцебык – зверь уникальный.
способный жить в условиях чрезвычайно холодного арктического климата. Важнейшее приспособление овцебыка для защиты от морозов – его волосяной покров. Густая и необычайно длинная шерсть достигает 90 сантиметров. Она свисает, как плащ, почти до самой земли. На 70% шерсть состоит из пуховых волос, которые называют кивиут. Вот он и защищает животных от холода. Сейчас у овцебыков отел, и подойти к дикому зверю в это время сложно. Животные очень осторожны и при первой же опасности могут убежать прочь. Беременность у самок длится 9 месяцев. Телята рождаются в апреле и мае. Обычно самки приносят по одному теленку, но бывает и двойня. Во время отела рядом со стадом околачиваются песцы. Они ждут, когда самка отелится, чтобы съесть остатки плаценты или умершего теленка. Весна на Таймыр приходит вместе с ветрами и метелями. Такая погода здесь может длиться сутками. И нам ничего не оставалось, как ждать от небесной канцелярии хорошей погоды и наслаждаться всевозможными кулинарными изысками. Пришло календарное лето, наступил июнь. Сегодня первый день, когда температура приблизилась к нулевой отметке. Снег у домика начинает таять, и мы спешим убрать его. Рвущееся с юга тепло постепенно оттесняет зиму все дальше на север, прокладывая путь долгожданной весне. Под солнечными лучами снег начинает таять, и тундра быстро сбрасывает свой зимний наряд. На севере весеннее таяние проходит бурно. Снежные топи, вздувшиеся озерца, набухшие водой болота превратили весь этот край в непроходимое месиво. Наступило время большой воды. С каждым днем уровень воды в реке быстро нарастал. Мы с тревогой смотрели на реку, как она стремительно подбиралась к нашему домику. Однажды, когда мы еще спали, нас разбудил нарастающий шум. Мы вышли из дома и были ошеломлены завораживающим зрелищем. Под ударами солнечных лучей лопнула ледяная кольчуга на реке. Громадные льдины выпирали из воды, громоздились друг на друга, рушились, и течение уносило их прочь. Ледяная пыль искрилась, мерцала над ожившей могучей рекой, словно алмазный туман, и все это происходило прямо у порога нашего домика. 3 дня мы наблюдали, как по реке плыли льдины. После ледохода уровень воды стал быстро падать, и вдоль берегов белым ожерельем остались лежать громадные льдины. Они искрились и играли на солнце всей своей прозрачной красотой, словно бриллианты. Один такой бриллиант весит миллионы карат.
Но стоило солнцу скрыться, как все становилось серым, тусклым и холодным. Весною, когда низины освобождаются от снега, овцы-быки покидают возвышенности и спускаются к речным долинам. Они выпасаются на речных террасах, где наиболее богат растительный видовой состав и меньше заболоченность. Первым делом они спешат посетить природные солонцы, ведь всю зиму вместо воды они ели пресный снег, и их организм сильно истощился. Насытившись солью, стадо отправляется на пастбище. Они спокойно переходят с одного участка на другой, путешествуя вдоль реки. Овцы-быки непривередливы в еде и легко адаптируются к любому составу растительности. Они могут прокормиться там, где северный олень будет голодать. Листья и побеги ивы, разные травы, лишайник, мхи – все они едят с одинаковым аппетитом. Животные пасутся 2 часа, потом примерно столько же отдыхают. С приходом тепла мертвые земли ожили, и всюду закипела летняя жизнь. Чайки, кулики, болотные птицы, утки, гуси появляются здесь мгновенно. Вскоре их становится такое множество, что хор, в который вливаются мириады голосов, не смолкает круглые сутки. Таймырская тундра становится домом сотен тысяч птиц, прилетающих сюда выводить свое потомство. Тундра буквально в первый теплый день меняет свой серый наряд, и множество цветов на склонах реки оповещают о наступившем лете. Овцы-быки – коллективные животные и обычно живут группами, хотя некоторые взрослые самцы летом могут передвигаться в одиночку. Большинство групп имеет смешанный возраст и половой состав. В зависимости от сезона размер стада изменяется, как правило, в пределах от 10 до 20 животных. Взрослые быки после отела уходят из стада и держатся поодиночке или небольшими группами. В тундре часто можно встретить одиноких самцов, и если они собираются вместе, то обязательно устраивают потасовки. Детеныши овцебыков уже окрепли, им интересно все вокруг, а самые смелые могут подойти к камере вплотную и стать кинозвездой.
А вот с самцом дела обстояли посложнее. Его интерес к оператору явно не безобидный. Нервы не выдерживают, и приходится срываться с места. Спастись можно, если успеть забежать на горку, чтобы быть выше овцебыка. Тогда он пугается, и все стадо быстро становится в защитный круг, так называемое каре. Внутри круга находятся телята, а по периферии взрослые животные. Такая форма защиты эффективна против хищников, волков, а вот против человека она, увы, бесполезна. Во многих частях мира, когда появилось огнестрельное оружие, охотникам с собакой не составляло труда с одного места перестрелять все стадо. Овцебык или мускусный бык по своей природе стоит ближе к баранам, чем к быкам. Это довольно крупное и сильное животное. Его рост достигает 145 сантиметров, а вес 300 килограммов. Самки примерно на четверть меньше самцов. Рога у взрослых животных загнуты вниз, а концы изогнуты вверх. Верхний роговой щиток достигает толщины 10 сантиметров. Это спасает овцебыков от сотрясения мозга во время турнирных битв. У молодых особей рога растут прямо и начинают изгибаться с 4 лет. В природе высокая степень развития каких-либо талантов, увы, накладывает ограничения на другие способности. Достигнув совершенства в защите от холода, овцебык не особенно преуспел в подвижности. В отличие от северных оленей, ведущих кочевой образ жизни, овцебыки – оседлые животные. Это позволяет им экономно расходовать энергию, а зимой – запасы жира. Хотя овцебыки кажутся неповоротливыми, коротконогими увольнями, на деле это далеко не так. Они способны передвигаться быстрым галопом и ловко забираться на крутые склоны. Эксперимент на Таймыре прошел удачно. Животные расселились по всему полуострову. Единичных особей уже видели далеко на юге, возле поселков Волочанка, Жданиха и Авам. Сегодня, когда численность популяции на Таймыре достигла почти 5000, ученые продолжают эксперимент и пытаются переселять животных в другие места обитания. На этот раз овцебыков отлавливают для вольерного содержания в Калужской области. Чтобы найти овцебыков в зимней тундре, надо иметь терпение. Можно целый день летать и не встретить ни одного стада. Но летчики хорошо знают места, где могут быть овцебыки. Когда стадо найдено, все дальнейшее зависит от опыта специалиста. Он должен из плотной стены оборонительного каре выбрать нужного теленка и обездвижить его. Для этого выбирают телят только первого года рождения. Они легче переносят стресс, и к тому же их проще перевозить.
Пошли, 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 пошли! Пошли! Давай, давай, держи, держи. За лапу надо, бери, брать, подожди, я хуйня могу. Дочка, как ты? Уже 20 часов наши пленники находятся в тесных клетках. Несмотря на то, что зоологи делают все возможное, чтобы животные как можно меньше подвергались стрессу, длительное заточение может стать для них роковым. Вернуть ящик, Мурат. Вот так, да? Ну, конечно, да. крышкой вот этой вперед надо. Закрыть. Сразу после приземления, невзирая на темное время суток, ученые спешат перегрузить овцебыков на машины и доставить их на новое место. Сразу резко, понимаешь? Теперь малышам придется привыкать к другому климату и странным соседям. Научный стационар давно опустел. Теперь сюда изредка приходят овцебыки. Именно отсюда они начали свой путь по Таймыру. Ограда постепенно развалилась и стала для северных оленей смертельной преградой, вырваться из которой нет шансов. Тысячи метров проволоки не скоро поглотит тундра, и таких смертей еще будет много. К сожалению, не все проходит гладко, и, видимо, это цена грандиозного эксперимента. В результате охраны и расселения овцебыков в местах его былого обитания численность животных в России на сегодняшний день составляет около 6 тысяч. И это хороший результат, если вспомнить, с чего все начиналось. Теперь можно сказать, что возвращение овцебыков на север Евразии – это один из здравых поступков человека. Прощаясь с Бекадой, мы оставляли в своем сердце надежду на то, что впредь здесь все останется по-прежнему. И вновь вернувшиеся овцебыки также беззаботно и величаво будут бродить по таймырской тундре, как где-то бродят их далекие канадские братья.